Юная казахстанская певица Данелия Тулешева сейчас участвует в одном из известнейших шоу талантов планеты America's Got Talent. Сейчас вы увидите прослушивание Данелии на этом конкурсе, где девочка исполнила песню канадской певицы Фаузия «Tears of Gold». И звездное жюри, и гости шоу с восторгом оценили выступление юной казахстанской артистки. Зал встал, не дожидаясь финальных аккордов песни, потому что выступление Данелии и ее совсем не детский голос вызвали большую симпатию. Перед запуском шоу Данелия сказала: «Я буду участвовать в безумно крутом и масштабном конкурсе America's Got Talent. Мне кажется, это конкурс мечты для любого артиста, потому что это очень высокий уровень. Уверена, будет очень интересно и круто. А я постараюсь показывать себя на каждом испытании на все 150%. Так что, если вам интересно, начинайте смотреть шоу». В своем аккаунте в Instagram Данелия поделилась эмоциями, благодарив организаторов шоу за предоставленный шанс выступить на самой большой сцене мира. 15-й сезон популярного шоу стартовал 26 мая 2020 года на телеканале NBC, а 29 мая на Netflix UK. В составе жюри 15-го сезона America's Got Talent основатель и продюсер проекта Саймон Коул, талантливая актриса София Вергара, икона моды Хайди Клум и любимец публики юморист Хоуи Мэндл. Ведущий шоу динамичный Терри Крюс. Телепроект проходит с 21 июня 2006 года. В шоу талантов выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов. Главный приз America's Got Talent – $1 миллион. Данелия Тулешева родилась 18 июля 2006 года в Астане. Казахстанская певица, победительница 4-го сезона «Голос Дети Украина». Финалист и обладательница приза зрительских симпатий «Детская новая волна-2015». Представляла Казахстан на детском Евровидении в 2018 году, где заняла 6-е место, и обладательница музыкальной премии «Браво». Наиболее известна по исполнению песни «Stone Cold», запись которого набрала более 50 миллионов просмотров на YouTube. Данелия поет с детства. Первым ее музыкальный талант заметил отец. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано. С 3 лет Данелия успешно занималась гимнастикой. Затем Данелия училась в развивающейся школе, где она занималась на занятиях вокала, бального танца и актерского мастерства. 4 года тому назад, в 2016 году, она активно занималась танцами и выступала в составе детского хип-хоп коллектива. Была победителем многих фестивалей Казахстана и Центральной Азии. Она не думала о своем певческом таланте. На это обратили внимание чуткие, заботливые преподаватели танцев. Они заметили, что Данелия тонко чувствует музыку. На отчетном концерте сценической школы Данелия спела песню «Айова, улыбайся», после которого она попробовала себя на кастинге республиканского конкурса «Аялаган Астана», в котором Данелия выиграла гран-при и приз зрительских симпатий. В 2015 году Данелия получила приз зрительских симпатий на детской новой волне 2015 года. Мама Данелии была против певческой карьеры дочери, настаивала на учебе в школе, но после успехов в конкурсах «Аялаган Астана» и международном состязании «Надежда Европы» стала поддерживать дочь и сопровождать ее на различных концертах. В этом же 2016 году Данелия стала заниматься серьезно вокалом с педагогом Натальей Александровной Чураковой, которая всерьез занялась вокальной техникой юной певицы. Примечательно, что Наталья Чуракова первый раз увидела Данелию по телевизору в 2015 году, а через 1,5 года девочку привели к ней заниматься. Причем петь Данелия уже умела, имела природные вокальные данные и хороший тембр голоса. Преподавателю по вокалу оставалось только улучшить подачу голоса и расширять певческий диапазон. Как сказала Наталья Чуракова, работать с таким ребенком – это удовольствие. Когда ты в тандеме работаешь, а не заставляешь его что-то делать, потому что так захотели родители. Первый раз Данелию пригласили на «Голос Дети Украины» в 2016 году. Большая команда в Киеве отслеживала детские конкурсы по всему миру и приглашала одаренных детей. Но поехать в тот раз не получилось, так как начался учебный год. Большое влияние на развитие вокальных данных Данелии оказали различные педагоги, и это также был педагог Жанбол Тулешев, который работал над дикцией и исправлением точечных ошибок в вокале.
Еще был известный педагог Мария Струве, которая в мае 2017 года провела в Алматы 4-дневный мастер-класс по вокалу. Данелия приняла участие в этих классах. Это позволило Данелии освоить высокий диапазон голоса до нот Си 2 октавы и до ноты До 3 октавы. Данелия очень хорошая ученица, она на практике применяла новые навыки. В результат быстро дала себе знать. Песни зазвучали совершенно по-другому. Она применила даже математику в пении, научилась контролировать свой голос по 12 физико-математическим параметрам. Конечно, новые приобретенные навыки Данелия сразу применила в конкурсе детского Евровидения 2017 в Грузии с песнями «Rise Up» и другие. В 2017 году Наталья Чуракова предложила поехать Данелии Тулешевой в Киев на «Голос дети», потому что Данелия пропустила кастинг казахстанского шоу «Голос дети». Семья Данелии постоянно поддерживает дочь. Мама сопровождает дочь во всех концертах. Мама продюсер Данелии. Отец помогает дочери избавиться от акцента в английском языке. Если вы обратили внимание, то песня «Stone Cold» в исполнении Данелии, как, впрочем, и все другие песни, звучат у Данелии так, как будто песню поет носитель английского языка, без акцента. И вообще, Данелия готовит песню для вокального конкурса системно. Она тщательно изучает не только язык, произношение песни, которую она готовит для конкурса. Она старается почувствовать атмосферу, зарядиться от местного населения той энергией, которая поможет ей стать участником, а затем, возможно, и победителем конкурса той страны, которая радушно принимает как участников, так и гостей отнюдь нелегкого песенного состязания. Так, например, Данелия при подготовке к песенному конкурсу в Украине тратила несколько часов в день вокалу, а остальное время она прогуливалась по Киеву, чтобы почувствовать национальную атмосферу, колорит Киева, Украины. Данелия даже ходила к репетитору украинского языка, чтобы лучше петь на нем. Уже после слепых прослушиваний, первый этап «Голос дети» в Украине, Данелия получила международную известность, когда кавер на песню Деми Ловато «Stone Cold» в первую неделю набрал несколько миллионов просмотров. На конкурсе Данелия исполнила также песни «Тримай» от Кристины Соловей, «Of the Night» от Бастил, «Rise Up» от Эндрю Дэй, «Spectrum» «Say My Name» от Florence and the Machine, «Мудрые деревья» от Монатика и финальную «Не твоя война» от Океана Эльзы, с которой и победила. Компетентное жюри по достоинству оценило подготовку Данелии к песенному конкурсу «Голос дети» в Украине. Большое значение имела поддержка от украинского народа, который помог Данелии выйти в финал, а затем уже выиграть этот конкурс. Так девочка из Казахстана получила народное признание и победу этого замечательного конкурса. В 2018 году Данелия участвовала на детском Евровидении 2018. Ей было 12 лет, и она заняла 6-е место с песней на казахском языке «Озине сен», что в переводе означает «Верь в себя». На широких просторах интернета есть много материала о Данелии. Мы нашли интервью с Данелией, которое показалось нам наиболее интересным. В интервью Данелия говорила о своем привычном укладе жизни, о том, как она начинала свою певческую карьеру, о своих семье, о своих планах на будущее. Передачу вел человек, не имеющий отношения к журналистике. По профессии он юрист. Ведущий этой программы когда-то имел прямое отношение к Димашу. Он занимался вопросами правообладания песни «Опера номер 2», когда возник спор между Витасом и Димашем. Наверное, как и все мы, специалисты разных отраслей, становимся журналистами в силу своей деятельности. Мы осваиваем это ремесло по мере необходимости. В той или иной мере журналистскую практику мы применили в ходе создания и подготовки своих видео на нашем канале. По своей профессии я профессиональный социолог, и вы, наверное, заметили, что в своих видео мы делаем акценты на социальной составляющей. Если быть более точными, то при подготовке материала по джазу мы сосредотачивали внимание на том, как общество воспринимает Димаша на звездном музыкальном небосклоне, и что ожидает общество от него, в частности, на предстоящем джазовом фестивале в Японии. Видео о Майкле Джексоне, как, впрочем, в ряде роликов о Джеки Чане, Джеймсе Камеруне, Муслиме Магомаеве, Дмитрии Хворостовском, Эрике Курмангалиеве, Амре Кашаубаеве, мы акцентировали внимание на вопросах того, на какие личности ориентируется Димаш в своем становлении как певца, как артиста, как личности.
Мы в какой-то степени хотим показать более глубоко творчество Димаша, его самобытность, его жизнь, страну, традиции, в которой он живет. Кто-то находится далеко за тысячи километров от Димаша, как, например, мы в Сан-Франциско. Кто-то в одной стране с ним. Всех нас объединяет одно. Мы любим Димаша и его талант. Итак, интервью с Данелией Тулешевой. Мы отобрали несколько интересных вопросов, заданных ей. Это интервью даст нам возможность составить портрет о юной певице из Казахстана. Полный вариант интервью вы сможете посмотреть. Ссылку в описании мы обязательно оставим. Интервью и так далее и тому подобное. Да, все там хотят с вами сделать интервью, то есть вы будете там 30 минут разговаривать, из этого всего вырежут всего лишь там 30 секунд, и остальное все наговорят. Но вот у вас сегодня есть реальная возможность, без всяких монтажей и т.д. и т.п., и все-таки, наконец, рассказать реальную правду. Вот реальная правда состоит в чем, Данеля? Зачем ты вообще поешь? Зачем тебе это нужно? Ты же такая маленькая. Вот. Училась бы себе в нормальной школе. Да, никуда не вылазила бы, да. А так-то ведь, наверное, все тебе завидуют, все твои девчонки, наверное, тебе какие-то гадости, там, да, кнопки под задницу, наверное, поставляют. Нет, мои одноклассницы, они меня очень поддерживают, мои одноклассники, и у меня очень много подруг в школе, и есть две самых лучших, и я... очень благодарна за этот класс, что они мне ничего не завидуют, а уважают меня. И вообще я пою, просто мне нравится, и я вот просто, в душе, там, все люди поют, все люди умеют петь, но этот, как сказать, талант надо развивать. И если я, например, тоже обычный человек, но просто меня вот мама дала на занятия еще когда? Ой, да уж давно. Вообще у нас как бы все вот это творчество началось с танцев, когда она вот танцевала в нашей студии, вот, и в Галаденсе, вот когда только он открылся, и мы увидели там у нее такое чувство музыки, когда она танцует, она прям чувствует музыку, и как-то все пошло, потом мы пошли на более профессионально уже заниматься бальными танцами спортивными. А потом как-то так получилось, что мы начали пошли в творческую студию, групповые занятия. Мы ходили раз в неделю, занимались актерским мастерством, сценическое движение, сценическая речь и вокал в группе. Вот. Нам много говорят, что вот вы, когда вот в 7 лет она уже занималась давно вокалом. Нет, там даже вот мы когда вот первый наш конкурс крупный, это Алган Астана. Наш казахстанский конкурс. И вот мы когда туда приехали, конечно, я была немного шокирована. Данеля, вот расскажи, как вот мы приехали, какие твои первые впечатления были, когда ты увидела деток? На самом деле там уже были, такие уже, взрослые достаточно, да? И у них уже были они уже профессионально занимаются вокалом, у них там выступления очень много, опыт есть, а я не выступала даже. Маленькие хорошенькие девочки. А ты какую песню пела-то на этом конкурсе? Я пела «Белые ангелы». Это кто поет у нас? Алиса Кожикина. Да, Алиса Кожикина. Это взрослая песня, наверное? Нет. А ты вообще любишь взрослые песни петь? На самом деле я чаще всего уже пою английские песни, и практически все английские песни мои, они взрослые. Ну, в том-то и дело, то есть, получается, есть взрослые песни, есть английские, да? Знаете, мы как бы не настаиваем никогда на том, что ей петь. Она сначала слушает музыку, если ей нравится мелодия, если ей нравится, как это исполняется, то тогда, если она дает добро, тогда мы рассматриваем тексты, если там, текст позволяет как бы маленькой девочке это исполнять, тогда мы, в принципе, это поем. Ты себя считаешь детем или уже ты большая? Нет, я еще маленькая, потому что взрослый человек, это как подразумевается,
как уже, ну, сам себя обеспечивает, сам живет отдельно, там оплачивает налоги, все такое. Вот это Какой вот продукты сами бедный готовит. ребенок уже о налогах думает. А ребенок это, ну, как бы, он еще не сам все делает, он только учится, обязанность ребенка учиться. И ну, как бы развивать свой талант, может быть, потому что если ты вырастешь и ты не будешь ничем заниматься, то тогда, собственно, ты не можешь себя обеспечить и оплачивать налоги. Давай тогда разберем, а что такое профессиональный певец, по твоему мнению? Ну, профессиональный певец – это тот человек, который, у которого отработана техника. Даже если плохая аппаратура, например, ну, это Но он в все сфере равно пения, нормально, да. да, там вокал. свои Если- 5 октав поймает, короче. Да, то есть если у него плохая аппаратура на сцене, он все равно сделает так, что у всех рты пооткрываются. Вот, я считаю так. И если там любая ситуация произойдет на сцене, он выкрутится из нее. Из нее. А какая может быть ситуация? Ну, разные бывают Минусовка ситуации. выключится? Нет. Минусовка? Нет. Я вообще всегда под минус буду петь, потому что если ты поешь под фонограмму, ну, это как-то нечестно по сравнению, по отношению к зрителям. А когда ты под минус поешь и душой, и реально хочешь что-то донести до зрителей, потому что зрителей надо тоже уважать, они приходят на твой концерт, они стоят, все-таки слушают. Они Поэтому- тебе и не надоели еще? Они на Нет, улице ты что? подходят, там, автографы Не, просят на самом у тебя? деле, очень редко так происходит, но мне очень нравится, когда ко мне кто-то подходит, узнает меня, это очень приятно на самом деле. А у тебя... Вы всю жизнь мечтали о том, чтобы мучить своего ребенка вот этими песнями? Ой, да Вам не почему? додали в детстве музыкальную школу или что? Ну, я много чего в детстве недополучила, но это не значит, что я должна. Ну, в плане как, не из-за того, Теперь что... вы отрываетесь на Нет, ребенка. не из-за того, что как бы родители не хотели, просто так складывалась ситуация, что у меня папа военнослужащий, вот, и мы ездили по гарнизонам, и не всегда было Кстати, возможность, Арашка, с праздником. да, с праздником Да. всех военнослужащих, всех Да. наших защитников. Советская да. армия, да. Потому что не было просто в наших гарнизонах каких-то развивающих таких. Это только сейчас начали появляться вот развивающие центры, вот очень модно ходить на вокал, на танцы какие-то современные. Сейчас вообще у нас индустрия так завязана, что на детях очень много денег можно сделать. Так. Нет, абсолютно нет. Это не моя мечта, и Да, мама Данеля может подтвердить, что я всегда Это была папа против пения. мечтал. Да, мама всегда была против пения. Я У сама нас в это основном захотела. дедушки с бабушками очень это поддерживали и очень хотели, да, это у них, наверное, мечта больше. У меня мечта это дать им образование, чтобы они были образованными людьми, чтобы они были хорошими людьми, ну, которыми я буду гордиться. У меня уже сбылась моя мечта, я спела с Димой Монатиком на одной сцене и с Димашем Кудайбергеновым на одной Йоу. сцене. Но я, конечно, не с ним Димаш, в дуэте. я жду тебя в нашем дуэт. эфире. Я не в Не дуэте дуэт. была, я задний. А, просто, да. Да, я- мы фоном были. Я для Димаша. поддержки Димаши была. Йоу. Да, звучало как-то слишком круто. Ну, в общем, но я хочу еще спеть на одной сцене с Бейонсе и, конечно же, с Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес вообще, она невероятная, она такая крутая, добрая. Димаш и Данелия Тулешева вместе участвовали в шоу The World Best, который состоялся в начале 2019 года в Лос-Анджелесе. Димаш Кудайберген покинул шоу, чтобы дать возможность побороться за звание лучшего из лучших соперникам, которые были гораздо младше него. Среди претендентов на первое место была на тот момент и 12-летняя Данелия. Данелия успешно прошла несколько раундов этого престижного конкурса американского телеканала CBS, где была представлена как вокальное чудо. Члены жюри были впечатлены исполнением. Дрю Берримор не смогла сдержать слез, а Рупол предрек Данелии будущее суперзвезды. Жюри отдало очки Данелии 48 против 44.
но зал проголосовал за другого юного таланта – Ли Диана, вундеркинда, пианиста из Индии, 43 против 7, из-за чего Данелия выбыла из борьбы, оставшись в первой восьмерке. По сообщениям различных СМИ мы знаем, что Димаш тщательно готовился к этому конкурсу. Он подобрал такой репертуар песен, чтобы показать всю многогранность своего голоса. Конечно же, он спел все композиции безупречно. И публика, и жюри вставали, не дожидаясь конца песен. Были овации, публика рукоплескала. Было совершенно очевидно, что Димаш станет победителем. Однако Димаш решил покинуть этот конкурс по собственному желанию. Можно сказать, Димаш продемонстрировал благородный поступок тем, что он сделал широкий жест в пользу молодых участников и покинул шоу добровольно. Затем позже Димаш обратился к своим поклонникам после завершения шоу The World's Best в своем аккаунте Instagram. Дорогие ценители моего творчества, от чистого сердца благодарю вас. Именно благодаря вам, несмотря на мой уход с проекта, мое выступление на The World's Best стало лучшим по итогам голосования зрителей в соцсети. Низкий поклон каждому моему слушателю. Спасибо, что вы всегда со мной и поддерживаете любое мое решение. Свои победы я посвящаю вам, написал на своей странице в Instagram Димаш Кудайберген. В своем посту певец после оглашения результатов конкурса поздравил с победой других участников проекта The World's Best, победителя шоу Ли Диана и соотечественницу Данелию Тулешеву, которая дошла до финала проекта. Он написал следующее. «Ребята, желаю вам творческих успехов и высот. Будьте такими же прославленными артистами и музыкантами, как Селин Дион и Моцарт». Данелия об этом шоу отметила следующее. «Я участвовала в шоу The World's Best. Для меня огромная честь выступать на этом шоу. Проект собрал самые лучшие таланты, не только исполнители, но и акробаты, фокусники, танцоры. Каждый из них по-своему уникален, и соревноваться с ними, правда, очень интересно», рассказала Данелия Тулешева. Данелия отметила об участии Димаша Кудайбергена на этом шоу. «Думаю, что жюри было очень сложно выбирать самого лучшего среди всех участников, но, правда, невозможно выделить одного. Я была безумно рада и в то же время огорчена, потому что мы с Димашем Кудайбергеном участвуем в одном конкурсе. Тем более мы очень хорошо дружим, и соревноваться с другом – это тоже не очень хорошо. Но это огромный опыт выступать с таким артистом и равняться на него. Я считаю его нереально уникальным человеком», – добавила она. Димаш продемонстрировал свою поддержку молодым талантам, потому что он понимает, что дорога к славе, к победам имеет тернистый путь. Димаш несколько лет тому назад, сам будучи одним из участников местного музыкального конкурса на телевидении, в 2013 году имел отнюдь нелестные отзывы о своем выступлении. В составе жюри было несколько человек, 3 отозвались отрицательно, среди них были продюсер, певец и специалист по вокалу. В силу того, что это был песенный конкурс, значит, в первую очередь нас больше интересует мнение специалиста по вокалу, Султаны Каражигитовой. Она сказала следующее. «Песня, она мне сразу понравилась, станет хитом, но неправильно был использован голос. Все твои данные ты воткнул в одну скромную песню. Можно было бы обойтись и без микста. Микст – это высокий голос». Однако нужно сказать, что позже Димаш покорил Китай, уже в другом песенном конкурсе «I am a singer». Нужно отдать должное Димашу. Он, несмотря на нелестные оценки казахстанского жюри, однако решил участвовать в труднейшем песенном конкурсе в Китае. Это говорит о его огромном желании постоянно идти вперед, несмотря ни на что и иногда даже вопреки компетентному жюри. Замечательно, что такие звезды, как Димаш, обладают прекрасными человеческими качествами, как целеустремленность, большая ответственность, благородство и другие качества. Ведь народная любовь к той или иной известной личности определяется не только его вкладом в искусство, культуру. Народная любовь к известной личности определяется еще и тем, как сама личность отвечает взаимным уважением к обществу, в котором он живет, чутко реагируя на состояние, тенденции в обществе, социальной системе, к политике. То есть является социально чувствительным человеком. Ведь в памяти народной остаются не только песни, не только талант известной личности, но и образ самой личности, его поведение, его действия, его жизнь. Друзья, фанатов Димаша на нашей планете становится все больше и больше. Чтобы и дальше популяризировать творчество нашего кумира Димаша Кудайбергена,
мы начинаем продажу футболок с изображением Димаша. Сейчас мы вам продемонстрируем это изображение. Вообще у нас большие планы. Мы хотим набрать миллионное количество подписчиков и сказать вам, мои дорогие подписчики, что у меня большое желание рассказать о творчестве Димаша Илону Маску, человеку, который готовится к полетам на Марс уже в недалеком будущем. Всегда лучшим форматом является интервью. На этой встрече мы сможем задать некоторые вопросы, которые мы подготовим вместе с вами, дорогие друзья. А также, мы думаем, Илона Маска не оставит равнодушным уникальный голос Димаша. Его космическая музыка вдохновляет миллионы людей на поиск новых фантастических открытий, дерзновенных планов и просто на добрую, хорошую жизнь. Возможно, он знаком с музыкой Димаша, а может и нет. В любом случае, наша цель – встреча и разговор с Илоном Маском, где в формате интервью одним из ключевых вопросов будет вопрос о таланте Димаша. Наши планы могут быть осуществимы только с вами, благодаря вашей постоянной поддержке, дорогие мои подписчики. Мы находимся в Сан-Франциско. Все генеральные офисы, а также Силиконовая долина находятся, образно говоря, в шаге от нас. Поддержите, пожалуйста, нашу идею. Будьте вместе с нами. Активнее подписывайтесь на наш канал, приглашайте ваших друзей. Мы завершаем наше видео, дорогие друзья. Мы благодарим вас за то, что вы посмотрели наше видео. Приветствуем наших новых подписчиков. Мы будем радовать вас новым интересным материалом о Димаше и его творчестве в будущем, так же, как и делали мы это всегда. Данелии мы хотим сказать: Данелия, мы очень гордимся тобой. Ты участвуешь в таком престижном шоу талантов. Мы от всей души желаем тебе творческого взлета и отличных успехов. Ну все, дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал «Мы в Сан-Франциско», ставьте свои лайки. До свидания.